Сейчас типа встретил, короче, с которым сидел вместе. Я, правда, не помню, каким сроком, но либо вот третьим на Пскове, о котором я рассказывал в биографии, либо вот последним, по-моему, третьим на Пскове. Но последний срок в Архангельске был. Знаете, это не тюремная болезнь, есть такая канитель, тюремная болезнь, типа, как будто тебе кажут и это. Лица там везде знакомые видишь, реально она так называется. То есть, из-за того, что там большое количество скоплений людей в тюрьме, тебе кажется, что ты вот что-то вроде лицо знакомое у кого-то. Но нет. Если ты с чуваком когда-то отбывал, то есть ты это уже ни с кем его не перепутаешь. Причем я его как видел-то, он шел, что-то чесался такой, видимо, он был там, было, видимо, ему хорошо. Вот. А я ехал с автомойки, вот на светофоре стоял и смотрю прям, И с одной стороны, как-то, я думаю, может бибикнуть ему, остановиться. Я даже не помню, как его зовут. Если бы я с ним был там, корешился, базара нет. Вот. Это Москва, кстати, ребят. Город такой большой достаточно. Забыл поздороваться. Всем здорово, всем привет. С вами Миша Выплюшка. Канал бывшего осужденного, который меня уже, достал просто. На самом деле, ребят, серьезно. Уже вот сейчас с биографией осталось буквально, я не знаю, 3-4, выпуска биографии. Все, уже, реально. Я уже рассказал все, что мог. Я сделал все, что мог, ребят. Я думаю, из пальца высасывать или из других мест не буду я ничего придумать. Будет обзор новостей. Обзор там каких-то криминальных фильмов, да, там типа как «Опыт креста», если кто не смотрел, посмотрите, есть на канале. Вот, и влоги всякие, ребят, потому что, реально по 10 кругу я уже не буду ничего это рассказывать, уже вот здесь просто. На сегодня мы продолжаем, эпопею Миши Выплюшки. Вот, если вдруг кто-то здесь случайно оказался, есть такие люди, мне интересно, или нет, а? Мне кажется, меня смотрят в основном одни и те же на манеже. Вот. Но если вдруг кто-то случайно оказался, ребят, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, но здесь я просто рассказываю свой опыт и не более того, просто историю своей жизни, без какой-либо пропаганды, агитации. Вот. Я уже почти 4 года на свободе, сейчас мне надзор будут снимать, административный, который мне дали по суду, тоже вам покажу, расскажу, это сейчас через месяц мне его будут снимать уже, через месяц, да. Вот. Здесь просто мой опыт и, на какие-то темы такие похожие, тоже, касающиеся, криминала, мира криминала, преступников, что я компетентен, могу прокомментировать. Итак, давайте будем потихонечку продвигаться мы. Закончил я, честно говоря, не помню на чем, последний выпуск биографии, да? Не надо сюда ехать и смотреть, как я снимаю ролики. Да пофиг, езжай мне вообще. Я блогер, мне не надо стесняться. Посадили, осудили. Девки думали, пропал. Вот вам в обеи руки под амнистию попал. Итак, посадили, дали 4 года, почти 3 года 9 месяцев. 4-й мой срок, слава богу, последний. Вот. Попал я опять-таки на 5-й изолятор. Я уже там, не знаю, это был раньше как мой второй дом. Вот. Потом на Кошкин дом, эту психушку. И далее, что? Начинается следующее. Когда меня осудили, я вспомнил. Что я хотел рассказать, вот. То есть я поехал на психушку. И сегодня будет история о том, как чел проиграл 1 000 000 в карты, рублей. Даже больше, честно вам скажу, больше. Давайте начинать. Съездил я на психушку, об этом есть ролик на канале, про то, как я там диагностировался с расстройством психики. Вот. И когда вернулся я обратно, там был как раз Слава Цыган. У меня есть интервью с ним. Вот. И, там контингент немножко поменялся в хате. Вот. Те самые, с кем у меня был конфликт, эти болтари, типа там смотрящие в красной хате. Один уехал уже, ему дали там 8,5 лет, причем он уехал там 8,5 лет ему дали, он там кого-то подсдал там или что-то еще, или какое-то там соглашение. Есть такая фигня, типа досудебные соглашения. Знаете, она что? Допустим, человек попадает там по разбою, да, и ему говорят, сознаешься еще в одно преступление, да, либо сдашь кого-нибудь, и тогда мы тебе больше половины
от максимального срока по этой статье не дадим. И очень часто бывает такое, что у кого-то, например, 228, там, да, такая часть, там, 5, например, которая от 8 до 20 лет, и следом же идет, короче, ну, объединено в общее это судопроизводство, мать его. Как эти слова, они мне всех вот здесь, вот я не знаю, уже не могу, типа. Какая-нибудь там 158-я часть 1, то есть, ну, кража там или там, ну, какой-то гараж обчищенный, понимаете, ну, вот такое дело. Вот, ты смотришь, у него срок там 8 лет там, и 7 месяцев, да, или 9 лет, ну, минималку ему дают по этой статье, вот, по большой, да, и там несколько месяцев там от того, что он там сознался в чем. Да, такая канитель давно. Я и не пользовался никогда. Вот, я говорю, я ничего больше не делал, как бы, ребят, не знаю. Вот, то, что докажете, то да, мое. Ну вот. Второй там остался блатной, но этой ночью он уезжал на этап. В общем, мы остались там со Славой. Слава там типа вот цыган, типа Захатый был. Сахатый. Типа Захатый, смотряга. Вот. Ну, а я там, ну там все там здорово, там, то есть, да, он там рядом, ну, короче, спали рядом с ним, хавали вместе. Вот, я типа такой, ну, я там это, как бы, просто с ним рядом, там, ничего туда-сюда. Но были не все, кто признавали его там, как бы, главным в хате, да. Был у нас там один товарищ, он сломился с хаты, ну, с обычной камерой, где сидят не красные, вот у нас была камера для тех, кто бывший там красный, еще что-то. Вот. Он с обычной камеры сломился, где сидят типа обычные арестанты, да, никто не был на должностях, еще где-то. Он сломился, потому что он проиграл большую сумму в карты. А отдавать, ну, раньше платил, потом стало нечем. Вот. И он к нам, ну, зашел в хату, вернее, как его завели менты, вот принимайте пополнение, вот сломился с той-то хаты, с фингалом он с таким. Вот. Короче, и я когда уезжал на больничку, он был тише воды, ниже травы, а когда я приехал с больнички, он там, его пригрел, там был такой таджик у нас, такой огромный прям, знаете, вот прям как тугарин-змей такой. Вот, и он его к себе это подтянул, и, ну, видимо, там бабки, хуябки, короче, вот. И хата вот так вот как бы разделилась, там 50 на 50. Ну, и вот этот таджик, он иногда так это подгазовывал. Типа это, да ты чё здесь, типа, смотрящий там, или то-сюда. Ему Слава, да я не смотрящий, типа, то есть, это, ну, там какой-то кипиш был, типа, что ты за него впрягаешься, Иван, видишь, он сам, типа, чертом какой-то. Ну, короче, какие-то рамсы были, я не пойму, вот, делили, короче, гуся, который несет яйца золотые. Вот, но по итогу гусь этот больше как-то вот к этому таджику, они там хавали вместе, там, что-то такая, короче, канитель. Вот, таджик, кстати, нормально, я с ним ничего не рамсил. Еще у нас был один узбек, я не помню, за что он сидел, но ему адвокат принес, короче, мобилу. Бля, это было вообще круто. У нас была мобила. Потом был Саня, не помню, как у него погоняло. Ну, тоже такой нормальный пацан, сиженный-пересиженный, он с Ховрина. Вот. Он уехал на больничку, короче, на Матроске там пересекся, делал себе инвалидность, пересекся с Саней Емельяненко, он тогда его только судили по вот этой последнему сроку. Вот. И чё? И был у нас, короче, вот история, давайте про вот крысу. Был у нас такой, короче, Дениска. Дениска этот, сначала, когда его к нам перевели в хату, у него был друг еще такой там, Сережа. Сережа этот весь, короче, ну, жирный, огромный такой, весь на таблетках, короче, питерский торчок, он очень любил кокаин, он его, короче, блядь, довел там до такого состояния, что он, короче, ну просто пипец ему. Вот. Ну, уже там, знаете, там какая-то у него токсичная почка, что-то там где-то отказ, какие-то приступы. Но все равно курит, не против там, ну, что-то все, короче, не против все. Вот. И они такие сначала, их перевели вдвоем, вот его и вот эту Дениску. Дениске, не помню как погонял, забыл. Короче, не суть важно. Вот. Этот штемп, этот здоровый, что-то строил из всякого-то адвоката, вот, потом какого-то там, типа, что-то тоже какого-то блатного. Мне было вообще все это по барабану, ребят, я вам сказал, что я тогда в то время я болел, вот, и мне как бы было, ну, меня особо там не то, что меня старались не замечать, потому что я реально как бы такой вел себя как этот психопат. Мне только маски не хватало, вот, знаете, как каннибал Лектор. Вот, и вот этот толстый тоже уехал, потом к нам
еще был белорус, прикольный пацан. Вот он как раз вот этого Руслана, которому там с фингалом, который к нам с другой хаты сломился, где он проиграл, он вот этому бульбашу, короче, проиграл 1 000 000 сигарет. Там же в тюрьме играют на сигареты. И причем, ну, как бы играют, типа, ну, в долг, но потом. Вот, типа, ну, там, не знаю, ну, например, там, мы садимся играть, там, да, сегодня, там, 2, да, января, мы играем, там, ну, что, до какого числа каждый должен из нас рассчитаться, там, если кто-то проиграет, там, договариваемся до 15, и все. Мы играем, короче, там, ну, и проигрываем, там, я, допустим, 2 блока или 3 проиграл, ну, и все, там, типа, до 15 будь любезен отдать. А тут мы, короче, со Славой, с Цыганом легли спать, так говорю, как будто вместе, блядь, легли, короче, ну, все, спим, ночь, просыпаемся с утра, этот Бульба к нам заходит в кубрик, в этот, ну, такой танк у нас там, знаете, там, типа, как это, не знаю, назвать-то. Ну, короче, типа, вот называется он танк почему-то. Одеялами завешен, чтобы там, если вы бухаете или там по мобиле звоните, чтобы менты не полили в глазок. Вот. Ну, там же и кого-то и лупят, там, ну, короче, вся такая канитель. Заходит нам Бульба, говорит, блин, пацаны, вы, короче, пока спали, вот. Мы тут в карты поиграли, говорит, и он мне, короче, проиграл 1 000 000 сигарет. Ну, они еще браги нажрались. Мы тоже там хлопнули что-то по стакану, по 2, и, короче, и спать. Вот. И мы такие, охереть. А как бы, ну, даже если брать, что одна сигарета, ну, как бы стоит, да даже 2 рубля. Даже 2 рубля. Да даже 1 рубль. Представьте, ну, 1 000 000, а она не стоит 1 рубль. Не знаю, что за сигарет. Ну, мы посчитали, короче, ну, по 5 рублей сигарет, типа, он проиграл 5 миллионов. Все, он, короче, ну, мы его тянем, он там, все, и этот таджик уже за него не впрягается, потому что он понимает, что тот в жир въехал, как бы. 5 миллионов, это квартира в Москве, это, блин, не знаю. Короче, мы понимаем, что сейчас он опять куда-то убежит, потому что он уже ломился с хаты. Вот, и договариваемся, типа, отпустить его по игре. Ну, я не буду объяснять, что это такое, на самом деле. Короче, специально, вот они садятся играть дальше, при нас, да, мы ему говорим, типа, вот, и... Короче, играет он с оппонентом, да. Короче, Бульба ему специально проиграл обратно. Почти всю сумму, там, за исключением, ну, небольшой, скажем так, по сравнению с 5 миллионами. И плюс еще он нам сделал большую передачку на всю камеру, короче, вот, типа, ну, чтобы мы закрыли на все это глаза. Больше я не помню, чтобы он что-то возникал. Но вот это, короче, еще был у нас крендель один, Дениска. Он такой, что-то там такой въебистый прям был. Но вот я когда приехал с больнички, он стоял на дороге, вот эта межкамерная связь, все дела, вот, и он такой раз в один прекрасный момент, ему что-то он проснулся и стал хреново. Это же хорошо, еще был утро или день, я не помню, что. Вот. Была бы ночь, вся ему хана, он бы сдох. У него, короче, лопнул вот этот гнойный перитонит, ну, аппендицит, короче, его вшатал, бух. Вот, его на матроску резко увезли, ну, починили, все, приехал, у него там вот это вот пузо все скрытое вокруг пупка, ну, жесть, короче, все там почистили, операцию сделали, ну, трэш, короче, ну, аппендицит, когда взрывается, это, ну, не дай бог никому узнать, вот, и пока его не было, с нами раз, короче, и дорога прервалась с других хат. Мы такие, типа, начинаем спрашивать, типа, а почему, чего? Ну и, типа, говорят, это, пропадает очень много, не доходит. Идет через вас, не доходит. А, говорит, если другую хату там проходит, все доходит. Даже, говорит, проверяли специально. Я как бы понимаю, что, ну, не знаю, кто там в курсе, кто не в курсе был, кто там с ним в теме был, там, может, он один. Но он стоял на дороге по ночам. Один, как бы, даже все спали, короче, он стоял один и, наверное, там крысил всю эту канитель. Вот, нас, короче, хотели там, ну, там, ушатать всю хату практически за это, но мы там что-то начали общаться, разбираться. Я там, помню, переписывался с смотрягой за тюрьмой, там, вот, говорю, я вот только с больнички приехал, там, туда-сюда, там, вот, раньше был там, типа, я в людской массе, там, знаю того, сего, короче, вот. И, короче, объясняю, что, я говорю, вот этот крендель стоял по ночам на дороге, я говорю, он сейчас на больнице, я говорю, когда приедет, мы с ним, типа, сами разберемся. Вот. Ну, короче, они говорят, типа, ну ладно, все хорошо, не вопрос, но дорогу держать с вами больше не будем. Я говорю, блин, ну ладно, пытался это как-то порешать вопрос, но, по-моему, я его никак не решил. Когда он
Приехал уже на тот момент, все, кто были, короче, в хате, решили заглянуть, типа, в его вещи личные, посмотреть, потому что его забрали так вот на скоряк, в скорую забрали, увезли, вот, то есть он просто в чем был, короче, в том и уехал. И все такие, типа, блин, давайте посмотрим, что у него там, его вещи-то личные. А у него, короче, он там откуда, я не помню, с Белгорода, что ли, у него, короче, ничего нет, ни рода, ни флага, к нему никто не приезжал. Сидел он за то, что там вещи в торговом центре на Войковской, это Метрополис, или как его, короче, тырил вещи, там какое-то пальто он спер, еще что-то, ну такая фигня. Ну, да он, короче, начинает его вещи, разбауливать, да, там начинают смотреть, а у него там блоки парламента, там, пачки там сигарет, там кента еще, там шоколад всякий, там, знаете, там, ну, такие ништяки, которые там, вот, и все такие, вау, ну, все 100 пудов, типа, туда-сюда. Ну, и, короче, когда он приехал, а он же не знал об этом, обо всем, он уже приезжает, в больничку приезжает, ну, такой, типа, заходит такой. А у нас там был еще шнырь, вот этот вот Егор. Ну, шнырь, грубо, конечно, ну, что так в тюрьме называют. Шнырь, это вот, ну, который убирается, стирает. Вот, этот Дениска, он его еще и гонял так, типа, это. Ну-ка, Ефим, там, типа, завари-ка мне чайку, там, поставь кипяток, там, или там. А, кофе у него был еще до хрена у этого, блядь, Дениса. Ну, все украдено, все уже украдено, надо. Вот. И он заходит такой, с больнички приехал такой. Здорово. Ну-ка, Ефим, поставь-ка воды. Чайку попьем. Прям сразу с порога. Ну, Ефим сидит такой, смотрит на него. Он говорит, что смотришь, воды поставь. Я говорю, ну, ты говоришь, давай, тормозни. Сейчас надо поговорить. Ну и все, и хата его так вот, мы его окружаем. Он говорит, ты знаешь, тут что-то у нас тут что было? Ну, там начинает все слава, там вот этот узбек этот огромный, там таджик, узбек, короче, все говорят, ты что, ты тут ночью стоял, с нами дороги теперь нет. Нас тут хотели всех, шатануть. Вещи пропадали, а у тебя мы в вещах нашли там, короче, туда-сюда, сигареты туда. Как вы знаете, его бить-то он уже больной. То есть, он зашитый приехал, он говорит, он понимает, что все как бы, он там бить некого на самом деле. Он просто так ехал на своей наглости, знаете, очень много есть таких людей. Не дай бог вообще вам никогда их увидеть, узнать, которые, в тюрьме они вот есть такие, они пользуются вот этой своей наглотой, берут вот таким нахрапом. Вот, здесь как бы на свободе они себя ничего не представляют, и они знают, что если он будет себя так вести, ему просто сразу зубы выбьют. Вот, а там он как бы с ним приходится говорить, там, может быть, даже что-то там как-то объясняться перед ним. Действительно, может быть такое. Он тебе скажет, там, слышь, ты меня там назвал, ну-ка поясни. И тебе надо будет и вот этому, не знаю, полупокеру стоять, что-то объяснять, хотя ты вообще с ним даже не хотел изначально разговаривать. Он сам пришел, что-то нарвался на тебя, ты ему сказал, он теперь тебе что-то просит пояснить, а если не пояснишь, там тебе еще могут самому в башке дать, это ты можешь вообще что за дурдом. Короче, он понимает, что жареным запахло, и он такой, я все понял, и начинает, короче, к двери, и в дверь, а мент еще не успел, наверное, далеко отойти, или, может быть, уши грел. Вот. Открывает кормушку, он говорит, командир, переводи меня, открывай дверь. Менты знают, как бы, что есть такая канитель, надо сразу открывать. Он не будет там спрашивать, знаешь, да? А что происходит? Это, может, да подожди, может вы там еще помиритесь как? Нет? Не, он сразу открывает тормоза, все, его увели. Вот. И как бы эти вещи он забрать не успел, увели его, посадили в петушиную камеру. Сразу говорю, представляете, в петушиную камеру, не совсем прям в петушиную. Она была не совсем петушиная, сейчас расскажу, что я имею в виду. Вот. И он эти как бы вещи оставил, и пацаны, короче, поделили их между собой. Вот. Я кофе как бы не пью уже, знаете, сколько. Короче, я не помню, может быть, мне там какая-то шоколадка даже и досталась. Скрысили мы это или присвоили, это, короче, не суть важно. Сигареты я не брал, потому что я не курил в то время. Вот. Короче, такая фигня. Вот так вот. И что с ним случилось дальше, с этим Дениской? Я потом поехал на суд, и был чувак, короче, с одной камеры. Там была на этой тюрьме, короче, на одном этаже хата для бывших красных, и на втором этаже хата для бывших красных. Но его, короче, перевели туда. Но в этой хате, короче, вот, где вторая, не наша, там было что-то изначально, знаете как, короче, 6 красных, 4 петуха сидело. Петухов было что-то до хера. У нас, к слову, не было ни одного.
Мы как бы себе их не принимали. Отдельно петушиная хата была или нет, я не помню. Вот. Были. И, короче, потом там стало, короче, 5 мужиков, хотел сказать, 5 козлов, 5 петухов. И случилось, ну, пример, да, там потом стала хата 50 на 50. Там, короче, половина козлы бывшие, половина петухи, да, не знаю, бывшие, настоящие. И случилось так, что те, кто красные, да, у них ни хрена не было. Они были все приезжие, а петухи все были москвичи, бля, что я... Ну, это логично, да, петухи, москвичи. Я, кстати, помню, что я когда сидел где-то в регионах, там очень многие люди говорили: в Москве одна петушиня, все это из Москвы идет, это вся канитель, тут петушиная. Короче, и петухам заходили передачки, ну, проще говоря, да, не знаю, из Москвы они были, из Подмосковья, или там просто к ним приезжали. Короче, петухам заходили передачки, а красным нифига не заходили передачки. И те-то как бы, а дорогу с ним никто не держит, как бы межкамерной связи нет, как бы, а им хочется курить, чай, конфеты. И они смотрят, как бы, что у петухов это все есть, и петухи в один прекрасный момент говорят: слышь, что вы это, типа, ну, мозги-то ебете. Давайте, говорит, короче, к нам. И те, все. Сначала хотели, типа, давайте втихаря, чтобы никто не узнал. Ну, как обычно, это такое место, где все узнается. И по итогу всю хату вот эту, короче, ну, объявили петухами. Хотя, знаете как, те просто, ну, которые стали с ними жрать, с петухами, да, вот эту петушиную еду, петушиные передачки, они там, ну, до этого не было за ним такого, чтобы их опустили, или там как-то, не знаю, как-то, ну, там, изнасиловали, либо так, какая-то фигня такая, ничего такого не было. Но, если кто не в курсе, как бы, вот, ну, в зоне, кто имеет статус петуха, тот, ну, если у него кто-то что-то возьмет, там, не знаю, сигарету или кружку попить, все, он автоматически становится таким же. Вот такая фигня. И поэтому, ну, у них брать ничего нельзя. А по логике вещей сейчас комментаторы, где ваши комментарии? Ага, то есть брать у него ничего нельзя, а нашампуривать-то его можно, да? Ну, вот такая логика, это не я придумал, ребята, я вам просто рассказываю, что вот, ну, просто то, что видел сам. Да, некоторые вещи я их сам не могу объяснить, но они просто есть, и все, знаете. Это, ну, в мире много чего такого происходит. В жизни, в России, там, да не только, где, на планете Земля много чего такого, что ты такой думаешь, блин, а почему вот так вот? Это же вообще, ну, какой-то абсурд, да, некоторый раз считается. Ну, в общем, вот такая фигня, то есть, грубо говоря, не надо долбиться под хвост, чтобы стать петухом, вот, в местах не столь отдаленных. То есть, это, если человек, там, допустим, сидел петухом, это абсолютно не значит, что он там, как в фильмах американцев показывают, одевался там как девочка, его долбили там во все, куда можно, путя, вот. Возможно, просто он где-то типа зафаршмачился. Ну, это, конечно, не оправдание никому, но, короче, ну, вот такая система. Я ничего не могу поделать, не я это придумал. Вот так вот такая история была. Ну, потом на этом все приключения мои закончились. Я поехал на этап, поехал в Архангельск. Вот. Ну, об этом, наверное, уже в следующем выпуске расскажу. Думаю, на этот раз хватит. Вот. Ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если кто не подписан, пишите комментарии. Вот, что вы думаете по поводу моих вот похождений. Вот. Не занимайтесь никакой фигней, вот слушайте меня как такой некий аудиороман, и пускай я буду для вас мотивацией изменить свою жизнь в лучшую сторону, как это смог сделать я, выбраться из всего этого дерьма, в котором я проплавал. А мне пора идти гулять с собачкой. Вот. Скоро будет влог с дачи, еще один. Посмотрите, как он у меня вырос. А с вами был Миша Плюшка. Берегите себя. Увидимся.